Томагавки не зарыты. Возможная передача дальнобойных ракет Киеву не снята с повестки. Потушили, а он снова горит. Завод «Газпрома» решили добить. Деиндустриализация идет по плану. Еще один российский промышленный гигант переходит на сокращенную рабочую неделю. Переговоры в Будапеште под угрозой срыва. На хозяина Кремля готовится покушение. Европейский дипломат назвал еще один город, который ждет Путина. В Беларуси снимут сериал об убийстве президента. Как к этому отнесся Лукашенко? И многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Тема томагавков после не самых удачных переговоров в Вашингтоне не закрыта. Решение еще не принято. И это говорит правая рука Дональда Трампа, вице-президент Джей Ди Венс. Президент прямо сейчас, безусловно, слышит эту просьбу от украинцев. Мы знаем, что они этого хотят. В конечном итоге президент примет решение, но он еще не принял решение о поставке томагавков Украине. В ход пошла уже известная оговорка. Послушайте, президент Соединенных Штатов пытается убедиться, что в первую очередь обеспечена безопасность Америки, а это, очевидно, означает, что нам нужны наши критически важные системы вооружения для наших собственных вооруженных сил. Но самый главный вывод из сказанного Венсом: хозяин Белого дома не сказал «нет». Похоже, Дональд Трамп хорошо осознает, как мощно действует на Владимира Путина сама идея возможной передачи дальнобойных американских ракет Киеву. Именно угроза томагавков заставила российского диктатора вернуться к диалогу с Вашингтоном, позвонить Трампу и пообещать встретиться с ним для новых переговоров. И кажется, от этого мощного аргумента президент США отказываться пока не намерен. В Оренбурге вновь вспыхнул пожар на газоперерабатывающем заводе «Газпрома», том самом, который в воскресенье уже атаковали украинские дроны. Как сообщили очевидцы, над предприятием поднялся огромный столб огня. Местные власти поначалу даже пытались опровергнуть известие о повторном пожаре, что вызвало множество насмешек в сети. Накануне утром беспилотники ВСУ нанесли удар по объекту, загорелся один из цехов, предприятие получило частичное повреждение. Генштаб Украины сообщил, что была поражена установка переработки и очистки газа. После атаки завод остановил часть мощностей и приостановил прием сырья с казахстанского месторождения Карачаганак, что подтвердила Минэнерго Казахстана, сославшись на уведомление от «Газпрома» об аварийной ситуации. Оренбургский ГПЗ – ключевое звено газохимического комплекса «Газпрома». Это единственное предприятие в России, производящее одорант – вещество, которое придает газу запах для обнаружения утечек. Завод также связан с гелиевым производством, чья продукция используется в атомной и электронной промышленности. По оценке экспертов, атака по Оренбургу – один из самых чувствительных ударов по российской газовой инфраструктуре. Но бьют по российским предприятиям не только украинские дроны, но и экономические последствия политики Путина. Еще один гигант сократил рабочую неделю. Крупнейший в мире производитель титана, уральский завод ВСМПО «Ависма» вводит 4-дневку. Пока под сокращение попадают те, кто не задействован в основном производстве, в основном административный персонал. Это непростое решение, однако оно позволяет нам сохранить команду и подготовиться к восстановлению рынка. Мы рассматриваем это как временную меру и в период такого режима предложим сотрудникам дополнительные возможности для профессионального обучения. Эта мера на предприятии, на котором работает 13 тысяч человек, начинает действовать с 1 декабря и продлится полгода. Какое число работников будет переведено на 4-дневку, не сообщается. Ранее на сокращенную рабочую неделю перешли практически все автогиганты и ряд других промышленных предприятий. После утечек о том, что Дональд Трамп во время недавних переговоров с Зеленским якобы настаивал на передаче Путину оставшейся части Донецкой области, в западной прессе появился ряд публикаций с рассуждениями на эту тему. В Институте изучения войны утверждают, передача этой территории России даст Москве удобные исходные позиции для новых наступлений и
не в отдаленном будущем, а тогда, когда она сочтет нужным. Это не простой фрагмент на карте, не просто земля, это оборонный пояс Украины. Города-крепости вроде Константиновки, Дружковки, Краматорска и Славянска – ключевые рубежи, от которых зависит защита гораздо более широких территорий. Уход Украины с этих позиций – это не потеря линии, это освобождение противнику прямого пути для дальнейших операций. Институт изучения войны подчеркивает ряд конкретных рисков. Во-первых, передача Донецкой области России сократит для Москвы необходимость тратить годы и кровь на прорывы через укрепленный пояс. Вместо этого она получит готовый плацдарм для ударов. Во-вторых, с новых позиций вдоль административной границы Донецкой области Российская Федерация сможет вести наступление в направлении восточной части Днепропетровской и Запорожской областей, а также на юг Харьковской области. Отдельный момент – неясность формулировок. Из публикаций о разговоре Трампа и Путина непонятно, что имел в виду хозяин Кремля. Но, несмотря на все выводы западных аналитиков, упрямство российского главнокомандующего, исполнительность его генералов и наличие расходного материала делают свое. Российские войска продолжают наседать, и на нескольких направлениях они снова имеют небольшой успех. Об этом пишет проект Deep State. По данным его аналитиков, захватчики продвинулись в Волчанске и Купинске на Харьковщине, вблизи Белой горы и Торецка в Донецкой области и в Плавнях Запорожской. Кая Каллас резко высказалась о будущем визите Владимира Путина в Будапешт. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности назвала эту перспективу неприятной. Это неприятно. Я имею в виду, что человек, на которого МУС выдал ордер на арест, приезжает в европейскую страну. И опять же вопрос в том, будет ли из этого какой-либо результат. Эти слова прозвучали в Люксембурге перед началом встречи министров иностранных дел Евросоюза. Шеф французской дипломатии заявил там же, в каком случае можно согласиться с появлением инициатора агрессии в Будапеште. Присутствие Владимира Путина на территории Европейского Союза имеет смысл только в том случае, если оно приведет к немедленному и безоговорочному прекращению огня. Глава МИД Литвы был более категоричен, чем его коллеги. В Европе нет места военным преступникам. Военным преступникам нет пути через Европу на какие-либо мероприятия. И это очень важно для нас подчеркнуть и подчеркнуть еще раз. Мы решительно поддерживаем Украину и продолжаем оказывать давление на Россию. Правда, после паузы литовский министр подкорректировал свое мнение, вспомнив адрес на карте, который как нельзя лучше подходит хозяину Кремля. Единственное место для Путина в Европе – это Гаага перед трибуналом, а не в какой-либо из наших столиц. И это совершенно очевидно. Но, возможно, европейские политики зря опасаются. У меня возникают очень большие опасения по поводу Будапешта. В кремлевских СМИ уже обсуждается идея отказа от полета Путина в столицу Венгрии. В программе Владимира Соловьева своего бывшего коллегу по КГБ взялся отговаривать более удачливый чекист Андрей Безруков. Бывший шпион-нелегал пустился в рассуждения о коварных британцах, которые, дескать, уже готовят покушение на хозяина Кремля. Вся их, мыслительная конструкция устроена так, что если Путина нет, то нет и проблемы. Бывший офицер СВР, а ныне профессор МГИМО Безруков, попросил Путина не ехать в Будапешт и призвал перенести переговоры, например, в Объединенные Арабские Эмираты. Владимир Соловьев решил поспорить с гостем и принялся хвалить храбрость Путина, но слов ему явно не хватило. Зная Верховного, он же смелый до... Ну что ж, давайте поможем вечернему Соловьеву и подберем эпитеты для Верховного в комментариях. Лукашенко хочет сериал об убийстве президента. Если вовремя снимем этот фильм, будет к месту, актуально будет фильм. Разумеется, в фильме должны ликвидировать не диктатора Беларуси, а лидера США. Главным героем должен стать Ли Харви Освальд, которого официально считают убийцей Джона Кеннеди. Свое предложение руководитель Беларуси сделал почему-то Артему Сдунову, главе российской Мордовии, приехавшему к Лукашенко с визитом. Кино важнейшее из искусств, как говорил когда-то классик. Знаю, что есть замысел снять, по-моему, многосерийный фильм
про Освальда, были бы в этом очень заинтересованы и могли предоставить свои услуги, площадку и заняться поиском финансирования этого, уверен, интереснейшего фильма. После политубежища в СССР Ли Харви Освальд несколько лет жил и работал в Минске. Интересно, найдется ли место в сериале молодому инженеру Станиславу Шушкевичу, который учил Освальда русскому языку и которого, в свою очередь, всегда сильно недолюбливал Лукашенко. Интересно, что белорусский диктатор заговорил о сериале про убийство Кеннеди в день, когда появились сообщения о разорвавшемся над кортежем действующего вице-президента США снаряде и обнаружении возможной снайперской позиции напротив места посадки самолета Дональда Трампа. Интересное совпадение. Лукашенко, который недавно заявил, что ведет с американцами переговоры о большой сделке, в очередной раз показал себя большим дипломатом. Как думаете, сериал о покушении на какого президента собрал бы больше зрителей? Интересно будет почитать комментарии. Отдельное спасибо, что смотрите, досматриваете до конца, и спасибо за доверие. Жду ваших развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. Прекрасного вам и продуктивного дня. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.